прекрасный. Я уже еду. Все греки остались там на светофоре, а я уже поехала. Пока-пока. Громче? Музыка громче! Everything's alright with a violet sky on my skin. Ooh, baby, I feel high with a violet sky on my skin. Вот мы и на Родосе. Мы приехали на Родос в январе для того, чтобы показать, как выглядит остров зимой. Зимой он выглядит совершенно не так, как летом. Людей практически нет, практически ничего не работает. Это как минус, но также и плюс, поскольку все можно увидеть в единственном экземпляре только я, море, горы и Родос. А сегодня мы на бухте Энтони Квин. Вот так она выглядит зимой. Вода, конечно, не такого яркого цвета, как летом, но все равно очень красиво. Пляж абсолютно пустой. Наверху, на обрыве, над самым пляжем, разместился ресторан. Сейчас этот ресторан не работает, затянут сеткой, но летом здесь подают очень вкусные такосы и играет современная приятная музыка. Пойдем, я покажу, как выглядит бухта Энтони Квин зимой. Даже сейчас вода потрясающе зеленого цвета. Сейчас, конечно, здесь все заброшено, ресторан не работает, людей нет. Такой ландшафт чуть подзаброшенный, но море, море. Осторожно, здесь ступеньки. Бухта Энтони Квин – одно из самых тусовочных мест молодежи, но в высокий сезон в бухте настолько много людей, что места благоразумно занимать с утра. Летом этот пляж заставлен полностью шезлонгами, здесь просто не то чтобы не лечь, даже стать негде. Так много здесь людей, а сейчас смотри, какая красота. Бухта названа в честь знаменитого американского актера, который снялся в оскароносном фильме «Грек Зорба». Греки были так рады его присутствию на острове, что назвали бухту Энтони Квин. Находится она в 15 километрах от города Родос и 4 километра от курорта Фалираки. Рассказать о красоте бухты невозможно, это нужно видеть и чувствовать. Знаешь, что вот там наверху, вот там на самой-самой горе, не знаю, видно или нет, но там находится планетарий. Туда очень классно приезжать, когда небо чистое, особенно летом, и там такой интерактив. Поговаривают, что актер сам присматривался к этому райскому уголку и собирался создать здесь киноцентр. Губернатор Родоса подарил бухту актеру в бессрочное владение, но актер не сдержал обещания, греки отобрали бухту, но название оставили. Когда хорошая погода, не нужно сидеть дома, нужно обязательно выбираться на свежий воздух, пользуясь моментом, потому что вчера был дождь, а сегодня солнышко, и мы приехали в Линдос. Сейчас мы будем путешествовать. Это главная площадь, где в основном паркуются машины, но есть еще много парковок. Здесь самое начало. Погнали! Интересные факты о городе Линдос. В VI веке до нашей эры городом правил Клеобул, который предложил оплачивать городские постройки за счет сбора дани от горожан. Так появился и был оплачен храм Афины, городской водопровод, от которого до сих пор доставляется вода в фонтаны. Жители города Линдос первыми составили кодекс морского права, известного впоследствии как Родосский закон. Он же стал основой римского, а за ним и современного морского права. Весь городок Линдос – это узкие улочки. Узкие улочки. Летом здесь очень похоже на Марокко. Все магазинчики открыты, здесь торгуют разными соками, торгуют разными одеждами,
в бело-голубом стиле, греческом стиле. Но это действительно очень похоже на Марокко. Посмотри, сверху натянуты либо тенты, либо какие-то растения растут. Красивое голубое небо. Все эти двери открыты. Много кафе, много всяких галерей. Сейчас, конечно же, безлюдно, потому что январь. Когда рыцари святого Иоанна покинули Родос, пришедшие турки позволили жителям Линдоса заниматься мореплаванием и торговлей по собственному усмотрению. Это послужило процветанию города. Город Линдос более древний, чем столица острова Родос. Он был основан дарийцами в XII веке до нашей эры. Согласно Гомеру, 9 кораблей против троянцев были посланы именно из Линдоса. Также город находится в 40 километрах от столицы Родос. Здесь стоит попетлять по узким улочкам, разглядывая украшенные резьбой деревянные двери. Дома маленькие, двухэтажные, построенные в стиле Captain House. На первых этажах многих из них работают магазины и уютные кафе. Гуляли по улочкам заброшенным и попали к такому домику. Когда-то здесь был офигенный дом. Но сейчас здесь все заброшено, к сожалению. Кисонька, боже, какие они тут ласковые все. Идите, хорошие. Все, оставайся. Мы поднимаемся на Акрополис. Кисунька, не надо за нами идти, мы идем очень далеко и очень высоко. Да, Кошка решила нас провести на Акрополис. Как будто мы не знаем дорогу, мы сами знаем, куда нам идти. Кисунь, давайте идите вместе. Боже, какая она умная. Кисунька, Кисуня Кисуневна, мы очень далеко идем. Тебе туда нельзя. Ты пойдешь с нами? Киса. А кто это так муркал? Кто так муркал? Ладно, пока. Пока-пока. А дорога здесь... Нужно немножко подняться. И вот уже немного поднявшись, посмотри, как выглядит городок Линдос. Идти, кстати, совсем не сложно. Здесь такая дорога каменная. И некоторые люди берут ослов, поднимаются на ослах. Ну, поверь, пешком здесь совсем не сложно. Совсем немножко, и ты уже почти на Акрополисе. Вот как выглядит сегодня зимний безлюдный пляж, самый знаменитый Линдос-Бич. Вот там стоят шезлонги летом. Мы отдыхали на этих шезлонгах, кушали вкусный севиче. Самый сезон туристов, когда их здесь очень много, вот прям вдоль этой дорожки, вот здесь выкладывают товар. Очень много всяких торгашей. Ну, потому что здесь под деревьями очень красиво. Пойдем, пойдем, проводник. Пойдем, ты нас провожаешь. Она даже понимает, что ей говорят. Вот реально. Ты заметила, тут коты такие ласковые. И вот, совсем не так уж далеко. Ну, буквально, наверное, минут 3. Летом чуть больше, минут 5, потому что жарко. Ты приходишь на эту площадочку. И здесь вход. Зимой открыто с 8:30 до 15. Вторник закрыто. Прайс тикет 6 евро.
компаньонка с нами. За тебя платить или нет? Или ты бесплатно проскочишь? Пойдем, давай, попробуешь бесплатно. Пойдем, малыш, пойдем. Давай. Ты с нами, да? Два билета, 12 евро. Кошка бесплатно. Пойдем. Хотя нельзя с животными. Нельзя с животными. Пойдем, кисонька, киса, пойдем. Камон, давай, со мной. Ты останешься там? Ладно, пока. Смотри, как красиво. Боже, какой вид обалденный. Там тоже будет красиво. К счастью, сегодня нет людей. Пойдем. Билеты проверяют на турникетах, но сейчас здесь все открыто. Просто мужчина пришел, просканировал. Кошка с нами бесплатно. Пойдем, кисуня. Давай, мы тебя ждем. Существует 3 версии о том, как появился Линдес. Первая версия — это версия из легенды, где Данай, один из правителей, основал здесь город, бежавший от своего брата Египта, которому он проиграл престол. А вторая версия — это версия о городе, которая была запечатлена в Илиаде Гомера. И третья версия, она более адекватная, скажем так. И запечатлена была археологами, что город появился в X веке до нашей эры каким-то там царем Лептолемусом. Да, был такой царь Лептолемус. И, кстати, по поводу Гомеровской Илиады, вот здесь в скале, я думаю, что видно, очень хорошо сейчас видно, людей нет. Вот такой кораблик. Это кораблик Гомера. Это при самом входе. И мы идем дальше по ступенечкам, поднимаемся в сам Акрополь. Вот здесь центральный вход, подъем на нижнюю площадку. Дальше кораблик Гомера и ступенечки наверх в Акрополь. А на территории нижней площадки, огромная обзорная площадка, находятся каменные колодцы. И тоже потрясающий обзорный вид на море и на город. Город внизу. В традиционном греческом стиле. А это залив. Здесь самый популярный пляж Линдес-Бич. Пойдем, дальше я расскажу про Акрополь. Пойдем. Идем, малыш, идешь с нами? Ну там дальше еще подняться по ступенькам. Пойдем. Ты пойдешь с нами по ступенькам, кисуня, или подождешь здесь возле кораблика? Подожди здесь возле кораблика, это далеко идти. В самом начале от входа абсолютно разрушенная площадка. Разрушена настолько, что греки даже не пытаются ее восстановить. И подниматься приходится по этим каменным разрушениям. Представляешь, она бежит за нами и мявкает, орет, как сумасшедшая. Не туда, сюда. Сюда нужно. На вершине холма над Линдесом находится Акрополь, второй по значению в мире после Афинского Акрополя. И возвышается он на высоте 116 метров. В свое время этот Акрополь был замком рыцарей, и когда все было здесь замечательно, он был окружен крепкой крепостной стеной, которая защищала Акрополь от вторжения. Есть легенда также, что сюда приплывал, к острову Родос, именно к этому месту приплывал апостол Павел, именно поэтому вот эта бухта,
названа в честь Павла. Также она находится в форме сердца, там всегда тепло, всегда, никогда нет волн, и мы обязательно туда спустимся. Кошка совершенно не боится высоты, в отличие от Эли. Гуляет по этим перилкам. Эли аж плохо становится. Садись, садись, кисонька, садись. Давай, давай, ты умничка. Вот так сейчас выглядят остатки Акрополя. Это всего лишь пару колонн и туристические плакаты. К сожалению, отстраивание и возведение в прежний вид здесь не планируется. Но виды здесь замечательные. Я думаю, что в свое время, когда этот замок был в хорошем состоянии, это был 6-7 век до нашей эры, во времена рыцарей, здесь было потрясающе. Люди, конечно, знали, какое место выбрать для защиты и обороны. А это оливковое дерево еще со времен Даная. Единственное сохранившееся дерево на территории разрушенного Акрополя. Давай зайдем с тобой, пользуясь моментом, пока нет людей, в этот маленький грот. Здесь невозможно было протолкнуться, когда летом. Сейчас здесь все тоже разрушается, камни падают. Возможно, в следующий раз, когда я сюда приеду, уже даже некуда будет заходить. Поэтому, пользуясь моментом, я хочу это все посмотреть. Киса? Надоело ждать, пока мы все поснимаем. А куда дальше, я уже не помню. Наверх, да. И такие лабиринты. Лабиринты города Линдос. Вот из таких морских камешков, выкатанных, выкладывают вот такие мозаики. Мы проходили мимо мозаики, и мужчина увидел, что мы заинтересовались, и пригласил нас к себе домой показать нам этот потрясающий вид. Посмотри, какая здесь мозаика. Это все сделано из камешков. Он сказал, что это сделал его отец. Вау! И здесь потрясающий вид на море. Я очень люблю эти камешки. Вот как море выкатывает, а люди умеют прикладывать это. Реки ступенечки. Иди посмотри. Да, все подобрано. Вау. Очень красиво. Что сказал этот мужчина? Он сказал, что во всех домах проблемы с водой. Насколько я понимаю. Да, возможно, здесь проблема с водой, потому что, во-первых, это остров, во-вторых, этот город находится на самой вершине холма, и здесь нужно завозить воду, она сюда не поднимается. А посмотри, еще из камешков тоже выкладывают такие на стенах надписи. Обалденно. Очень красиво. А мне нравится чеснок с сухоцветом.
Угу. Здесь вся дорожка, вся тропинка выложена этими морскими камешками. Спускаясь из Акрополя, ты попадаешь на такую развилочку, где влево выход к пляжу Святого Павла, а направо выход к главной площади. Самая красивая русалка этого острова. Мы спускаемся к бухте Святого Павла. Сверху она выглядела в форме сердца, внизу она чуть другой формы, но она имеет сообщение с морем, но все равно там волн больших никогда не бывает. И цвет воды потрясающе крутой. Пойдем посмотрим. А вот так выглядит бухта Святого Павла зимой. Совершенно нет людей, очень приятно. Я думаю, что сейчас можно даже искупнуться, но у меня нет купальника, поэтому купаться никто не будет. Пляж очень маленький, и только вот там выход к морю. Это единственный выход к морю, вся остальная бухта закрыта камнями, поэтому здесь высоких волн не бывает никогда. С одной стороны каменистый, с другой стороны песочный пляж. И чуть вот там подаль маленькая церквушка, и там еще такая хорошая песочная полоса, вот там тоже есть пляжик. Но пляж достаточно маленький. Кстати, на машине тоже можно спуститься, съехать. Удивительная бухта, удивительное море. Мне нравятся эти черные камни с прожилкой. Вот из таких камешков черных и белых делают красивую мозаику, красивую дорогу, и мозаику выкладывают на ней из таких камней. Море сегодня рокочет, не бушует, но рокочет. Такой приятный рокот. Это просто медитация, можно очень долго на это смотреть. На этот раз мы приехали в ресторан Мемфис. Здесь готовят офигенные бургеры, и это американский стиль. Оригинал. Взяли салат с буратой. И кое-что еще, кое-кто заказал себе шикарный бургер. Вот такая обстановка. Людей пока еще нет, ресторан только открылся. Но все прям в американском стиле, очень классно, очень супер-супер. Ого, мне принесли мой Нью-Йорк стейк. Everything's alright with the violet sky on my skin. Ooh, baby, I feel high with the violet sky on my skin. Let me breathe deep, let me get away. There's no place else I'd rather be. Посмотри на главной площади, какая обалденная красота. Там карета с оленями. Олень — это вообще символ города, и безумно красивая елка. Просто реально вот очень красиво.